Добрый день, друзья! Меня зовут Марьяна. Добро пожаловать на мой канал. Предлагаю вашему вниманию рецепт очень вкусного слоеного салата «Кардинал». Данный салат состоит из простых, но достаточно ярких продуктов, поэтому он идеально подойдет для любого праздничного меню. В этом салате отлично соединились все составляющие: ветчина, жареные шампиньоны, сыр, маринованные огурцы, морковь по-корейски, а также верхний слой, который состоит из красного болгарского перца, благодаря чему он и получил свое название. Очень надеюсь, что салат не только украсит ваш праздничный стол, но еще и понравится вашим гостям своим интересным вкусом. Подготавливаем все ингредиенты для салата «Кардинал». Красный лук очищаем, разрезаем на две половинки, затем нарезаем тонкими полукольцами. Свежие шампиньоны промываем под проточной водой, просушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на ломтики. Разогреваем сковороду, наливаем небольшое количество растительного масла, добавляем нарезанный лук и обжариваем его в течение 2-3 минут. Добавляем к луку нарезанные шампиньоны и обжариваем вместе на слабом огне, периодически помешивая, около 15-20 минут или до полной их готовности. В самом конце по вкусу добавляем соль, черный молотый перец и тщательно перемешиваем. Готовые шампиньоны с луком перекладываем на сито, чтобы вся лишняя жидкость стекла, и полностью охлаждаем. Отварной картофель очищаем и натираем на крупной терке. Ветчину нарезаем в виде соломки. При желании можно использовать другие виды копченого мяса на свой вкус. К примеру, я использую буженину. Маринованные огурцы разрезаем вдоль на две половинки, затем нарезаем на тонкие ломтики. Также при желании можно заменить огурцы свежими, тогда салат по вкусу будет отличаться еще большей яркостью и свежестью. Твердый сыр натираем на крупной терке. Я использую полутвердый сыр Радомер. Однако, если этот сыр слишком дорог для вас или его просто нет в продаже, то вы можете заменить его другими видами твердых сыров на свой вкус. Сваренные вкрутую яйца чистим и также натираем на крупной терке. Красный болгарский перец очищаем от семян и нарезаем на небольшие кубики. Зеленый лук хорошенько промываем под проточной водой, просушиваем бумажным полотенцем и мелко нарезаем. Сборка салата. Все продукты подготовлены, начинаем выкладывать салат слоями. Для сборки салата я буду использовать разъемное кондитерское кольцо диаметром 20 см и высотой 10 см. Устанавливаем форму на подходящее блюдо. Бортики внутренней стороны кольца прокладываем ацетатной пленкой. Таким образом будет намного удобнее извлекать кольцо из салата. В качестве первого слоя выкладываем натертый картофель, одинаково распределяя его по дну блюда. При необходимости по вкусу приправляем солью и черным перцем. Поверх наносим сеточку из майонеза и с помощью ложки распределяем его по всей поверхности. Кстати, на моем канале есть рецепт замечательного домашнего майонеза, который готовится без использования сырых яиц. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Далее поверх картофеля вторым ровным слоем выкладываем нарезанный зеленый лук. Третьим слоем у нас будет нарезанная ветчина. Выкладываем ветчину ровным слоем. Сверху наносим сеточку из майонеза и снова тщательно распределяем его по всей поверхности салата. Следующим четвертым слоем выкладываем маринованные либо свежие огурцы. На всю поверхность салата наносим тонкий слой майонеза. Затем с помощью ложки распределяем его по всей поверхности. Натертый сыр выкладываем следующим пятым слоем. Красиво разравниваем по всей поверхности и вновь смазываем майонезом. Шестым слоем выкладываем морковь по-корейски, которую также распределяем по всей поверхности. Сверху наносим сеточку из майонеза и снова тщательно распределяем его по всей поверхности салата. Седьмым слоем будут натертые яйца. Выкладываем яйца ровным слоем
разравниваем по всей поверхности и слегка придавливаем прессом для салата или столовой ложкой. При необходимости яйца можно слегка посолить и поперчить по вкусу. При помощи кондитерского мешка сверху покрываем майонезом по всей поверхности. 8-м слоем выкладываем обжаренные шампиньоны с луком. Затем сверху покрываем майонезной сеточкой. И так же, как и предыдущие слои, распределяем по всей поверхности. В качестве украшения, а также последним 9-м слоем выкладываем нарезанный красный болгарский перец, очень красиво распределяя его по всей верхней части нашего салата. Поверх перца вдоль краев салата наносим тонкую полоску майонеза по всему его кругу. Затем сверху на майонез укладываем красивые веточки зелени укропа, также по всему периметру салата. Форму с салатом накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, чтобы дать ему хорошо охладиться и пропитаться. Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем пищевую пленку и освобождаем от формы. Затем очень аккуратно удаляем ацетатную пленку. Подаем готовое блюдо к праздничному столу и радуем своих гостей красивым на вид и отменным на вкус салатом. Слоеный салат «Кардинал» с ветчиной, сыром, морковью по-корейски и шампиньонами готов. Приятного аппетита вам и вашим гостям! Всем спасибо за просмотр видео. Если вам нравится рецепт, поставьте лайк. А с вами, как всегда, была Марьяна. Желаю всем успехов, хорошего настроения и до скорой встречи на моем канале.